Создатели Мина, самого легкого блокчейна, построенного на базе технологии с нулевым разглашением, вовсю работают над совершенствованием своего протокола. Не менее активно они делятся новостями в социальных сетях и за прошедшие 3 месяца рассказали немало интересного о своем проекте. Путешествия, встречи с последователями и инвесторами и немалый прогресс – это лишь малая часть того, о чем можно узнать, если следить за социальными сетями Мина. Но обо всем по порядку. Ближе к концу сентября разработчики опубликовали отчет за третий квартал 2022 года. В нем отражены главные достижения команды и планы по совершенствованию протокола. Разработчики планируют сделать сеть более стабильной, и это одна из главных целей на сегодняшний день. Не менее важен стартовавший проект по обучению разработчиков ZK Apps. Уже 13 сентября вторая волна учеников приступила к изучению новых технологий. Помимо этого, появилась новая система отслеживания времени безотказной работы и комплект для разработки программного обеспечения. В понедельник, 25 сентября, разработчики провели встречу с членами сообщества во Вьетнаме. В рамках мероприятия они традиционно делились со своим видением будущего протокола и отвечали на вопросы гостей встречи. 3 днями позже в Твиттере появилась новость об открытии интернет-магазина, в котором все желающие смогут приобрести атрибутику с логотипом блокчейна. За $50 США можно приобрести худи, а за $3 стать обладателем голографического стикера. Разработчики предлагают пользователям не только купить одежду и аксессуары, но и поучаствовать в флешмобе и запустить фото в мерче в социальных сетях. После сентябрьского тура по Азии команда разработчиков отправилась в Колумбию, где с успехом прошло еще 2 мероприятия. В середине октября команда объявила, что принимает ссылки на репозитории Мина GitHub, чтобы включить интересные проекты, созданные на базе протокола, в отчетность. Разработчики также сообщили, что 3 победителя, выбранные рандомом, получат призы. Они намекнули, что в качестве поощрения подарят что-то из анонсированного недавно мерча. Для начинающих разработчиков это стало хорошим стимулом, и к середине месяца они собрали достаточно ссылок, чтобы отчет в полной мере отразил тот интерес, который сообщество проявляет к Мина. Победителями стали 3 проекта. Третье место досталось команде Snarky Barras, игры о капибарах, созданной по принципу морского боя на базе протокола с нулевым разглашением. На втором месте оказались создатели Medellin. Это сохраняющий конфиденциальность честный инструмент розыгрыша, например Premint, который позволяет внести NFT в белый список, не раскрывая конфиденциальную информацию пользователя. Наконец, победителем стал Private Multisig, мультиподписной кошелек с решением для приватного голосования. Пользователи в нем отправляют свой закрытый ключ для проверки, используя отдельный кошелек для оплаты сборов и сохранения конфиденциальности. В конце октября представители команды Мина продолжили свое путешествие по разным странам и не перестали делиться в соцсетях интересными статьями от участников сообщества и разработчиков. Например, рассказали о том, в чем разница между ZK Snarks и ZK Starks, и анонсировали воркшоп под названием How to Code ZK Apps. 26 октября были опубликованы списки пользователей и команд, которые получили гранты в токенах Мина и долларах США. Всего фонд составил 75 тысяч токенов Мина и 30 тысяч долларов США, которые были распределены между 57 участниками. 1 ноября разработчики сообщили, завершена первая версия рейтинга ZK Apps Beta Testers Leaderboard, серии задач для разработчиков, изучающих программирование ZK на Мина. Из 1300 заявок были отобраны 50 участников, создано 7 новых ZK Apps и еще 29 бета-тестеров стали претендентами на получение грантов. Эти цифры свидетельствуют о том, что в числе участников сообщества не просто интересующиеся криптовалютой люди, многие из них весьма талантливые и полны энтузиазма для создания чего-то нового. Позднее разработчики рассказали об одной интересной и однозначно полезной функции PageUp. Она поможет пользователям оплачивать в сети покупки и получать доступ к контенту, который скрыт от несовершеннолетних. Это отличная возможность подтвердить свой возраст, не разглашая и не передавая третьим лицам конфиденциальную информацию, такую как дата рождения. Разработчики объяснили, как это будет работать и почему PageUp гораздо удобнее и безопаснее, чем существующие способы подтверждения возраста. Хакатон, прошедший в Сан-Франциско, стал отличной возможностью собрать энтузиастов блокчейна в одном
месте и устроить увлекательное соревнование. Имена его победителей были опубликованы в твиттере Мина, и лучшие участники получили заслуженную награду. 11 ноября разработчики создали сообщество Mina Developers, главная задача которого – это объединить пользователей, которые учатся или уже активно создают собственные приложения на базе блокчейна по всему миру. Они обещают, что члены сообщества будут в числе первых узнавать о новых бесплатных уроках, возможностях обучения и грантах. Berkeley Testnet получила альфа-обновление 18 ноября. Разработчики также сообщили, что за прошедший отчетный период было развернуто 24 ZK Apps и совершено порядка 3000 успешных транзакций. Сообщив эту радостную новость, команда отправилась в Индию, чтобы презентовать свои разработки там. В твиттере сообщества появилось немало репостов с отзывами пользователей, которые приступили к тестированию обновленной сети и охотно делились с сообществом своими впечатлениями. Разработчики также сообщили, что члены команды будут на ITH Индия 2-4 декабря, чтобы поддержать хакеров, создающих ZK Apps на Mina. Наконец, 30 ноября был опубликован еще один важный пост. В нем разработчики приглашают всех желающих поучаствовать в ZK Ignite, получить уникальные знания и побороться за приз из фонда общим размером в 250 тысяч Mina. Начинающих разработчиков научат основам и предложат создать собственное приложение. Создателей лучших ждут наиболее ценные призы, но без награды не останутся и все пользователи, создавшие высококачественные ZK Apps. Материалы необходимо предоставить до 15 декабря, а 22 декабря пройдет награждение. Хочется пожелать удачи всем участникам обучающего курса и не терпится увидеть лучшее из приложений, которые создадут его выпускники.